Добрый день, дорогие друзья! Сегодня 2 мая, время 2 часа 20 минут. Наконец-то мы добрались до места. Это музей бронетехники Кубинка. Мы приехали на мероприятие, которое запланировала компания Gaijin Entertainment. Вот, пойдемте узнаем все-таки внутри, что же там происходит. Мы дошли до места центральной кассы музея Кубинка. Как мы видим, растяжка War Thunder. Сегодня состоится турнир и много интересных всяких других зрелищных мероприятий. Надо немножко отстоять в очереди, чтобы попасть на территорию музея. Я уже отсюда вижу, что очень много народу ходит. Связано, скорее всего, это с тем, что выходные. Во-вторых, естественно, сам ивент, который нам подготовил Gaijin Entertainment. Давайте все-таки постоим немножко в очереди и пройдем посмотрим, что там внутри. Расскажите, пожалуйста, что сегодня здесь происходит, почему столько много народу? Ну, на самом деле, сегодня обычный день работы музея, просто сейчас майские праздники, хорошая погода, и в такие дни музея и в самом по себе очень много посетителей, все с семьями приезжают посмотреть, благо здесь одна из самых больших в мире коллекций бронетехники, особенно советской и немецкой. Вот. Но, кроме того, мы сегодня, 2 мая, решили здесь организовать такой небольшой праздник для наших игроков, в честь того, что War Thunder в нашей игре скоро тоже можно будет поездить на танках времен Второй мировой. В частности, сначала это будут советские и немецкие машины. И сегодня мы здесь еще проводим такой первый наш танковый турнир. Мы собрали заранее команды игроков опытных, которые сегодня поборются за звание лучших танковых водителей War Thunder. Это будет у нас такой первый пробный турнир. В дальнейшем, конечно, по нашим танкам мы будем делать и другие такие киберспортивные мероприятия, как мы уже проводим по нашим самолетам. Был у нас в начале года турнир «Гладиаторы», и по танкам мы, конечно, тоже планируем такие мероприятия проводить. Кроме того, здесь скоро вот уже можно будет пообщаться на сцене, будут разработчики игры, можно будет им позадавать вопросы. А вечером состоится такое небольшое шоу. Будут 2 настоящих танка между собой сражаться, и еще будет фаер-шоу. То есть, это уже будет, когда стемнеет чуть-чуть, чтобы лучше все было видно после 9 вечера. Понятно. Сегодня мы станем, получается, свидетелями возрождения новой киберспортивной дисциплины. По сути, да, это наш первый такой официальный турнир по танковой части, поскольку игра сама уже давно запущена, но именно танковая часть War Thunder, она сейчас в закрытом бета-тестировании находится, но уже очень скоро запустится в открытом виде для всех желающих. И мы сейчас открываем такой новый танковый сезон. Понятно, спасибо вам. Что вас привело сегодня в такой солнечный день всей семьей в танковый музей? Честно признаться, давно хотели посетить этот музей. Один из крупнейших, не то что в Европе, в мире. Обилие бронетехники, вот сына порадовать, показать ему. Плюс в преддверии 9 мая все-таки хотелось бы патриотические чувства и показать. Все-таки Советский Союз победил фашизм. И смотря на вот эти танки немецкие, которые просто огромных размеров, вызывает гордость за наших отцов, дедов, прадедов, которые воевали. Спасибо. И победили. Спасибо. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Евгений. Евгений, скажите, что вас привело сегодня, 2 мая, в такой солнечный день, в танковый музей Кубинки? Для меня это очень близкий праздник. Я служил в танковых. Поздравляю. Только здесь нет нового танка Т-90. Очень жаль. Но много чего интересного. Походить, посмотреть, узнать, рассказать. Так что интересно, весело. Понятно. А знали то, что сегодня приезжают разработчики игры War Thunder? Знаю. То есть готовились к этому? Ну да, эта реклама, она была повсюду. Понятно. Так что... И сами играете? Честно сказать, да. Понятно. Как успехи? Играю в свое удовольствие. Успехи будут. Спасибо вам. Пожалуйста. Александр.
Очень приятно, Сергей. Вот хотел узнать, что вас привело 2 мая в солнечный такой день. Вроде казалось-то надо шашлыки жарить на даче, а вы вот здесь вот в музее. Ну, во-первых, давно хотел приехать в танковый музей уже. Ну, совпало. Замечательную акцию сделали. Gaijin Entertainment, да, вроде называется. И да, был на Игромире прошлой осенью, понравилось. Решил, здесь тоже будет еще интереснее, думаю. То есть вы фанат игры War Thunder? Можно так сказать, но больше наземной техники. Понятно. А какие ваши ожидания? Сегодня, например, услышите или увидите? Сегодня, вот честно, немножко поздно сделали вот это представление после 9, достаточно поздновато. Учитывая то, что нужно уезжать пораньше, чтобы далеко ехать. Сейчас игру посмотрим, что там будет. А если не секрет, откуда приехали? Да не секрет, с Раменского, просто ехать далеко. Ну да, согласен. Ясно. Спасибо вам большое. Спасибо, вам удачи. Спасибо. А сейчас мы перенесемся в игровую зону, где проходит первый танковый турнир War Thunder, на котором встретились команды 1 и 2 состав первой коалиции, Фу-Фу-Фу и Sky Veterans. В ожесточенной схватке команды сражались около 5 часов и решали, кто станет победителем турнира. Бои проходили в реалистичном режиме на карте Пепельная река в формате 6 на 6 на танках 2 ранга СССР и Германии. После каждого боя команды меняли нации. Составы были сбалансированы таким образом, чтобы ни одна из сторон не имела качественного превосходства над соперником. Приживется ли такой регламент в дальнейших турнирах, покажет только время. Победу одержала команда Sky Veterans. Второе место заняли игроки первого состава первой коалиции. Бронза досталась команде Фу-Фу-Фу, ну а почетное 4 место заняли ребята второго состава от первой коалиции. Каждому участнику турнира вручили армейскую каску с фирменным логотипом и поощрительные призы. Призеры получили медали соответственно занятым местам, а команды, разделившие первые и вторые места, не остались без ценных наград. За второе место наградой стала гарнитура Rocket, а победители ушли с праздника с игровыми мышками и сверкая на запястье уникальными часами от War Thunder. Те, кто не принимали участие в турнире, тоже не остались без подарков. Разработчики со сцены щедро осыпали присутствующих людей фирменными футболками. Особо активные фанаты даже чуть не сбили оператора в порыве азарта. После награждения разработчики охотно ответили на вопросы игроков, собравшихся вокруг сцены. Вопросы были самые разнообразные, и хотя в основном касались наземной техники в игре War Thunder, была затронута авиационная тематика, что неудивительно, ведь ребята из Gaijin Entertainment обещают полноценно совместить эти рода войск на одном поле битвы. Мы выделили пару актуальных вопросов. Здравствуйте, хочу задать вопрос. Вот какие нации планируется добавлять в танки в дальнейшем? Ну, в первую очередь, следующая нация будет США. За ними, скорее всего, англичане. Ну, не скорее всего, а с 99% вероятностью. И последними японцы, видимо. А возможно, даже не японцы. Но следующим будет американцы. Вот как, например, в немецкой ветке в самолетах, в немецкую ветку в танках будут добавляться итальянские танки? Вряд ли. Ну, там вообще сложная ситуация. Мы вообще, возможно, часть европейских самолетов в отдельную сведем, в том числе итальянские. Спасибо. А артиллерию будут вводить как игровой класс? Ну, в смысле, чтобы вести из базы огонь по координатам? Нет. Вряд ли. Техническая возможность более чем есть, там, зенитки, стационарные. Вопрос просто, интересно это или нет? По окончании мероприятия нам удалось задать еще несколько не прозвучавших ранее вопросов уставшим разработчикам. Вот когда планируется на тест какой-нибудь запустить альфу, или это пока в долгом ящике? Я думаю, что не раньше, чем зимой.
Ну, как сегодня стало известно, то есть следующая компоновка древа — это американское древо. Вот. Чего И вот, американское? ну, сегодня уже Танк. да. И вот как бы вот хотелось здесь спросить, то есть как бы вот Пантера вторая, как бы она, скажем, ну, корпус существовал, но как бы, Да. то есть, скажем так, это деревянно-бумажные полупроект, танки, да. Планируете ли вы что-то, ну, как бы, ну, скажем, вроде изначально политика была то, чтобы не вводить вообще такие машины? Ну, На самом деле вопрос не в том. Вот это пропагандистский лозунг. Да, бумажным танкам, нет, бумажным самолетам. Речь стоит о том, можем ли мы сделать достаточно уверенно то, что машины, которые... С танками, кстати, проще, чем с самолетом. Потому что самолеты, которые, ну, прототипы даже, не то что бумажные, а даже прототипы, они, когда доходили до серии, они, как правило, могли очень сильно, ну, в смысле, очень небольшие изменения в конструкции, приводят к сильным изменениям технических характеристик, да? Чуть-чуть изменили задачу, а вот он пусть там сказал, после испытаний сказали, а давайте пусть он летает там на 50 километров дальше, ну, дальний смысл лечить. Его там где-то переплывение, он другой в итоге выходит. Вот. Поэтому с самолетами это сложнее бумажными, ну, бумажными прототипами. С танками проще, если это известный бронекорпус, известная башня, известный двигатель, то, в принципе, у нас нет трудностей с созданием, ну, как сказать. Вопрос же не в том, что мы не хотим вообще ничего, у нас же Мы так и не говорили нигде, собственно. мы хотим сделать только те машины, которые где-то на каком-то стриме. не выдуманы. Нет, ну в целом нам проще делать те, которые были. Это проще просто, да. Это понятнее, да. Проще, ты не ошибаешься, не ошибиться нельзя. У тебя данных дофига сразу. Но в целом задача-то это же, ну, это просто скучно, банально, типа, только делали только вот встречались только два танка, а этот танк с этим никогда не встречался. Наоборот, для этого как раз лучше свой режим специальный, который только вот для этой кучки людей, которые хотят вот на таком-то танке бывать против такого-то. У нас игра, мы как раз наоборот, а что будет, если встретится слон с китом? Ознакомиться с оригинальной версией всех вопросов вы можете на нашем канале, ссылка в описании. После общения с разработчиками у нас осталось еще немного времени, чтобы осмотреть музей. А вот с этого началось отечественное танкостроение. И вот мы уже в толпе людей, ждущих, когда с минуты на минуту откроются ворота на полигон, где состоится изюминка всего сегодняшнего мероприятия. Ожидание было томительным, однако двери наконец распахнулись, и мы попали в самое сердце полигона, где на поле битвы, как в старые военные годы, сошлись два стальных зверя. Германский средний танк Panzer-4 и советская самоходка Су-100. Реконструкция боя получилась короткой, но зрелищной. Разъехавшись по разные стороны, танки открыли огонь по друг другу. В результате прямого попадания Панзер вспыхнул, а Су-100 продолжало движение. Эффектным завершением сцены стал наезд сушки на германский автомобиль, который в секунду превратился в блин и своими остатками намотался на гусеницы самоходки. Остановить самоходку не смогла и немецкая пехота. Гранаты и автоматы оказались бесполезны против бронированной машины. Откинув люки, советские танкисты расправились с пехотой противника с помощью гранат и пистолетов. Ну а вишенкой на торте стало огненное шоу, завершившее все торжество 2 мая в Кубинке. Спасибо организаторам за чудесный праздник.